Приветствую всех на своем канале. С вами Татьяна. Еще один вариант, как украсить изделие из темных, непривлекательных джинсовых тканей. В этом видео я покажу отдельные моменты, которыми раньше сама не пользовалась и ни у кого не видела. Выкроила деталь размером 38 на 42, пришила аппликации, маки вырезала из органзы, бутон, красную деталь вырезала из шелкового атласа, зеленая – это хлопковая ткань, пришила мелким зигзагом, не отстригала краешки вплотную ко шву, выделяются небольшие ворсинки, ведь зелень мака имеет волоски, поэтому решила оставить так. И вот этот средний шов, он как бы не бросается в глаза, он скрадывается на фоне аппликации. Вторая деталь будет состоять из двух частей. На одной части большой задний карман, который я хочу украсить аппликацией. В таком виде его, конечно, не пришьешь. И я решила карман подпороть. Подпарывать буду не до конца. Вот таким образом. И вот теперь на него можно пришить аппликацию. Я из органзы вырезала вот такие лепестки. Но когда они лежат на темной джинсовой ткани, приобретают такой грязноватый оттенок. Я решила использовать вот такую ткань, подложить снизу под органзу. И вот этот рисунок на ткани, он даст различные оттенки, что, в общем-то, немножко оживит наш цветок. Для того, чтобы мне удобно было сшивать, я немножко зафиксирую клеевым карандашом. И пристрочу к карману. Карман я отверну и под машинку. Вот такой у меня получился мак. Отстрачивала красными нитками, а затем в середине вот эту сделала отстрочку и штрихи черными нитками. И вот пока я еще не пришила карман, я пришью стебелек. Сначала я отверну, прострочу по карману и продолжу дальше. Ну вот, цветок готов. Так он выглядит изнутри. Я убрала здесь все нитки лишние. И теперь надо карман пристрочить с боков. Так вот, карман я пришила. И сейчас присоединяю вторую часть детали. Пришила. А чтобы цветочку не было одиноко, я на кусочке органзы нарисовала листик и пришью его вот сюда. Пришила еще опавший лепесток. Листочек я обрезаю. Ну вот. А дальше заднюю и переднюю деталь мы соединяем. Накладываю лицом к лицу и сострачиваю с 3 сторон. Соединила детали. И теперь прикладываю вот такой квадратик 3,5 на 3,5 не к линиям среза, а к линиям шва. Почему я это делаю? Потому что эта ткань стрейч, она сильно фалдит при сшивании, и линии среза, вот как здесь у меня показываю, они не всегда сходятся. Поэтому, чтобы все было у нас аккуратно, я прикладываю квадратик к линиям шва. Обвожу квадратики, затем вырезаю. Формирую уголки, стачиваю по линии среза. Ну вот, я сшила и вывернула. Уголочки готовы. Аналогично верхней детали я скроила и сшила из подкладочной ткани. И это, видите, красного цвета. Мне захотелось, чтобы это был именно красный цвет.
В боковом шве оставила незашитый участок для выворачивания. Дальше шьем красивые ручки. Я выкроила из джинсовой ткани 2 полоски шириной 5,5 см, из подкладочной ткани шириной 7 см и из любой не толстой ткани в качестве стабилизатора и уплотнителя. У меня это тонкая фланель, и ширина ее 2,5 см, длина всех деталей 50 см. У вас это может быть другая длина, короче или длиннее, вы захотите сделать ручки. На джинсовую ткань, на изнаночную сторону, я накладываю посередине уплотняющую ткань и прокладываю строчку посередине. Затем на лицевую сторону, на полоску из подкладочной ткани, я прикладываю нашу отстроченную полоску джинсовую и прокладываю строчку близко к уплотняющей полоске. Выравниваем края и скалываем. Пришила. Теперь отгибаю подкладочную ткань наверх вот таким образом. И у нас здесь образуется узкая полоска из подкладочной ткани, ну, как кантик. И это надо хорошо заутюжить. А дальше подгибаем второй припуск вот таким образом. И сгиб у нас проходит по краю уплотняющей ткани. Вот таким образом. И дальше подкладочная ткань загибается наверх. Вот так и тоже заутюживаем. И теперь подкладочку мы просто закладываем вниз. И у нас с другого края также образуется узенький кантик. И теперь я делаю отстрочку с одного края, с другого края. И можно еще проложить строчку посередине. И вот такие красивые, крепкие ручки у меня получились. Ширина руки получается 3 сантиметра. Дальше на детали сумки находим середину и прикладываем ручки по 7 сантиметров по обе стороны от середины. Скалываем ручки. Также поступаем со второй ручкой. На машинке ручки закрепляем. Ручки пристрочила. И теперь верхнюю деталь я вкладываю в деталь подкладки. Совмещаем боковые швы. И сострачиваем детали по верхнему срезу. Так, ну вот, теперь выворачиваем через отверстие, которое мы оставили. Когда я зашиваю вот это отверстие, и остается очень маленький участок, и рука туда уже не проходит, и есть большая вероятность, что вы прихватите нижнюю ткань. Я прибегаю к такой хитрости. Это палочка от мороженого. Я вкладываю ее в отверстие и продолжаю шить без опаски. А дальше вытаскиваю и сантиметра 1,5 оставшиеся дошиваю. А также можно воспользоваться и узкой полосочкой картона. Я зашила отверстие полностью. Подкладку вкладываю и делаю отстрочку по верхнему краю примерно на сантиметр от края. Сумочка готова. Здесь большой вместительный карман, и она привлекательна с обеих сторон, то есть носить ее можно на любую сторону. В этой сумке эффектная красная подкладка, и пусть она выглядывает.
Правда, камера искажает цвет. На самом деле подкладка темная, без алого оттенка, как вот на камере. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах, и я не заставлю вас долго ждать. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!